Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим основные новости, основные события и, соответственно, что нас ждет сегодня до закрытия площадки в части движения рубля, доллара, евро, нефти, золота и других ключевых активов. Так, в Соединенных Штатах обстановка на пределе. Тут уже полно всяких аналитических материалов относительно того, что в Америке там начнется гражданская война, Америка расколется и так далее. Я думаю, ничего такого не будет, потому что в основе американского государства, так же как и Французской республики, лежит демократия, свобода выбора. И поэтому, конечно, будут какие-то митинги, будут выступления той стороны, которая проиграет. Но потом все это дело, оно сойдет на нет. Люди договорятся, успокоятся, найдут компромисс. И на основании этого компромисса будут дальше двигаться вперед. Я думаю, что по сути, на самом деле, здесь особой роли не играет, кто победит. Да, глобально будут разные движения и на рынках, и немножко политика, по крайней мере, первые там несколько месяцев она будет отличаться в зависимости от того, кто сейчас придет к власти, республиканцы или демократы. Но потом, я думаю, кризис возьмет свое, потому как текущая конструкция, она еще не дошла до дна. Поэтому я склоняюсь к мысли, что чуть позже мы увидим уже реальный кризис. И на самом деле сейчас кого выберут Соединенные Штаты, это мало на что повлияет, потому что, как показывает мировая история, мировая экономическая история, всегда, когда возникают какие-то противоречия, какие-то нестыковки, кризис перепроизводства, всегда требуется удариться в дно для того, чтобы начать расти и оздоравливаться. С моей точки зрения, март 2020 года это, скажем так, был пробный поиск дна, который не осуществился до конца. Сейчас в Америке, которая ключевая страна, которая идейный и технологический вдохновитель всего мира, они сейчас решают задачу, очень увлечены, кто же победит. Я думаю, победит Байден, кто-то считает, что победит Трамп. В любом случае это вызовет сейчас краткосрочное движение на рынках. Причем, я думаю, даже победа Байдена в коротком промежутке времени, она, наверное, все-таки вызовет больший рост, по моему субъективному мнению, потому что они просто деньгами будут заливать все проблемы и будут заливать в большей степени, нежели республиканцы, которые типа дикий капитализм западный. Я могу ошибаться, всем людям свойственно ошибаться. Может быть, победит Трамп, но я склоняюсь к тому, что победит Байден. Это моя точка зрения. Обстановка накаляется. В ряде штатов там национальная гвардия как воюет, приведена в состояние боевой готовности. Никакой, разумеется, гражданской войны, ничего такого, я думаю, не будет. Будут выступления, будут митинги, будут протесты, но это нормальное проявление демократии. Поэтому здесь, я так думаю, ничего страшного кардинально не произойдет. Выборы закончатся, немножко пошумят, потом все успокоятся и пойдут двигаться дальше вперед. На самом деле, есть, скажем так, новость, есть событие, которое, с моей точки зрения, оно более интересное, более существенное. Я бы его назвал так: герой нашего времени. Потому как Джек Ма действительно достойный человек, обычный учитель, который создал целую финансовую и IT-империю. Помимо этого, этот человек оказался незаурядных качеств, он не побоялся высказать свою точку зрения перед скрепным коммунистическим руководством о том, в каком ужасном состоянии находится китайская финансовая система, что фактически ее нету, раскритиковал в пух и прах. Конечно, тут всегда подобные режимы, они свобода мысли и критику, они не могут успокоиться, не могут оставить в покое и принять. Видимо, поэтому эволюция рано или поздно их сносит. Тут диалектика развития мира, она такова, что кто не проявляет гибкость и отказывается воспринимать критику, он в конечном счете оказывается на обочине эволюции. И поэтому, да, конечно, печально, что в результате его абсолютно, я считаю, справедливой критики по поводу состояния китайской финансовой системы, что по сути как такового нормального кредитования нет из-за его массированного запрета. Все сведено, фактически, можно сказать, к ростовщичеству.
То есть когда основные проценты, они оседают в руках ростовщиков тех структур, которые они предоставляют людям, компаниям кредитные средства в обход тех запретов, которые искусственным образом созданы. Вот. Соответственно, критика Джека Ма, она, разумеется, не осталась без внимания. Китайское руководство начало предпринимать ответственные шаги в финансовой сфере, ну и заодно решили и Джека Ма наказать. Как наказать? Ну, ему отказали в IPO его финансового агрегатора Ant, торгового агрегатора. И, соответственно, из-за этого, в общем-то, просела стоимость активов. И за день, получается, он потерял 35 миллиардов. Вот так вот. Чистые помыслы и стремление человека все привести в порядок, надлежащий вид, оно всегда, как правило, встречает дикое сопротивление вот этой самой среды, в которой все вязнет и ничего не развивается. Так было всегда, и я думаю, так будет, пока существует человечество. Ну, а Джек Ма, я считаю, герой нашего времени. Ну и вот, по сути, в Гонконге и Шанхае приостановили крупнейшее IPO в истории. Как раз это оказалось следствие того, что Джек Ма не побоялся озвучить на финансовом форуме китайском свою точку зрения по поводу того, в каком виде существует китайская финансовая система. Возмездие, если это можно так назвать, оно не заставило себя ждать. Под всевозможными предлогами приостановили IPO. Во всяком случае, если верить тому, что пишет на этот счет Bloomberg. Так, ну вот еще новости с российских источников. ОПЕК может еще больше сократить добычу нефти на фоне пандемии. Ну смотрите, друзья, они сокращают добычу, цена на нефть вроде как отскакивает. Хотя на самом деле здесь просто была обычная высадка пассажиров, которая привела к отскоку. Я думаю, вот эта мера, она особо ситуацию не изменит. Она не изменит особо ситуацию, особенно для рубля и российского бюджета. Потому что снижение добычи, оно придет к тому, что будет падать выручка и чистая прибыль. Потому как денежный поток – это количество чего-то, умноженное на цену чего-то. И поэтому, если упадет производство, то, соответственно, автоматически падает и поток. Вопрос в том, насколько изменилась цена. Цена, скорее всего, существенно не вырастет. И поэтому, пока не будет восстановления экономики, ни о каком, скажем так, массированном росте и цен на нефть, и потреблении нефти речи, я думаю, идти не будет. Вот. Ну, спекулятивные движения, они неизбежны. И надо четко понимать, что когда начнется восстановление мировой экономики, то восстановление потребления нефти и газа, оно никогда не будет до прежних уровней. Точнее, оно может быть и будет, но оно будет идти с отставанием, в отличие от того графика, как оно должно было расти. Это будет связано со структурными изменениями в экономике. Вы уже сейчас видите, что мир прекрасно переходит на удаленку. Офисы и офисный планктон оказались не нужны. Вся эта работа делается из дома. Вы можете сидеть у себя дома или у себя в коттедже и прекрасно все это дело удаленно реализовывать. И я думаю, это новая реальность, которой она захлестнет, и она будет неумолимо развиваться и продвигаться. Ну и такое движение, оно неизбежно вызовет снижение потребления нефти, угля. Ну, первое время будет рост потребления газа в связи с изменением энергетического баланса в сторону газа. Но потом постепенно будут переходить на водород. На водород, который будут получать из зеленой энергетики и, соответственно, то есть аккумуляторы, литиевые, натриевые аккумуляторы, которые будут использоваться как стационарные, как переносные источники энергии, которые будут заряжаться из электросети, напитываемой при сжигании водорода. В водородной энергетике, я думаю, это вот ближайшее будущее, она все заполонит. Почему водородная? Потому что нужен определенный конденсатор, определенный буфер. Если у вас есть солнечные батареи, ветряки или различные термоапары, которые спускают на дно океанов, они все-таки дают неустойчивый поток энергии, соответственно, нужен устойчивый поток. Для этого нужна какая-то установка. Аккумулятор, который будет стабильно выдавать, это достаточно дорогое удовольствие такой мощности. Проще превратить во что-то горючее, потом сжечь в турбине и превратить в электроэнергию. Наиболее оптимальное
с этой точки зрения средства это водород. Хотя у него есть недостатки. То, что он при сгорании не дает такого большого объема, как природный газ. И то, что он очень, зараза, летучий и всюду проникает. Так, но помимо всех этих событий, вот еще господин Михельсон купил акции Новатэк. И это хороший знак. Новатэк достаточно перспективная, интересная компания в среднесрочной перспективе. Единственное, только такой момент по мультипликаторам она, конечно, дороговато стоит. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Так, что у нас получается? По DAX сегодня вообще отличная картина. Закрыли гэп. Завтра, послезавтра, если удержимся выше уровня 12 тысяч, то вполне как бы возможно по факту до набора мы увидим движение вот к этой цели, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, S&P, SFD на фьючерс немножко не дошел вот до этой зоны, но я думаю, завтра он это расстояние покроет, если не начнется в Штатах гражданская война. Шучу, конечно, не начнется. Вот. Здесь единственный риск это то, что сегодня-завтра, если произойдет пробой вот этого уровня 3320, точнее диапазона, вот если таковой пробой будет, то это движение, оно скорее всего в ближайшее время не произойдет. Пойдет он сюда проваливаться сначала на 3250 и потом далее вниз. Я думаю, больше вероятность движения наверх. Так, далее VIX, тоже дневной таймфрейм. Ситуация с VIX мне совершенно не нравится, потому что с учетом всей этой благостности, которая возникает, ну за исключением разговоров о гражданской войне в Америке, вот, он по идее должен был бы уйти хотя бы вот сюда, но такого не происходит. И это означает, что есть какие-то проблемы, которые в любой момент могут реализоваться. Вот в ближайшее время, если он уйдет, сначала закроет вот этот гэп, а потом уйдет в район 28-25, тогда да, тогда можно будет сказать, что алло, новогоднее ралли, все будет хорошо и все будет в ближайшее время очень успешно. Пока он крутится вот в этой формации, пока он гэпы не закрыл, не вернулся вот в эту консолидацию, ситуация все-таки остается достаточно напряженной и в любой момент она может себя проявить негативно. Так, NASDAQ сегодня тоже отскакивает, как и S&P. Единственное, отскакивает он вяло, но это связано с тем, что произошел переток денежных средств. В ожидании того, что придут к власти демократы и возьмутся за бигтек клешнями. Соответственно, поэтому такого бурного роста нету. Плюс эта история со срывом IPO у Джека Ма, она, конечно, тоже негативный отпечаток наложила. И поэтому вместо изумительного роста такое вот небольшое просто движение формальное, которое по сути ни о чем не говорит. Вот. Для NASDAQ важно пробить 11280, 11350, вот этот диапазон. Если он будет пробит, то есть все основания полагать, что мы увидим в хай-теке новогоднее ралли. Но пока этого не произошло и движение в нем достаточно слабо. Если сейчас пойдет откат и пробитие 10850, то завалится он очень сильно и очень мощно. Кроме того, обращаю внимание, что здесь де-факто двойная вершина. Если он еще какое-то время вот в этом диапазоне проторгуется, побудет, то вполне возможно, что мы увидим движение на 9800, 10 тысяч уже под Новый год. Правда, я думаю, сейчас вероятность развития такого события, она невелика, потому что по факту завершения выборов в Соединенных Штатах я предполагаю, что ситуация успокоится. Вот. Конечно, может быть очередной провал, очередное движение вниз, но я думаю, все-таки до Нового года ситуация будет, скорее всего, более или менее устойчивая. Так, друзья, ну далее нефть. По нефти здесь, я думаю, высока вероятность закрытия выше по бренду 39.62. Вот видите, как сильный уровень работает. Она просто ползает по нему и ничего не происходит. Вот. В любом случае, я думаю, сейчас вот где-то в этом диапазоне будет закрытие отсюда и до сюда. Вот. Возможно, завтра будет попытка скорректироваться, сходить на 38.85. Вот. Но пока не будет взят вот этот диапазон на растущих объемах, все эти снижения они приведут к выкупу и отскоку и движению наверх. Так, ну на 4-часовике вот здесь попытка сейчас скорректироваться, либо сегодня, либо завтра. Но в любом случае, если при этом не будет пробития вот этого диапазона,
эту корректировку откупят. И, соответственно, цель забраться вот сюда вот. Первая цель это 40.83, вот этот второй сильный уровень, на котором она, скорее всего, если проторгуется, побудет какое-то время, потом попытается восстановить баланс и вернуться вот в этот диапазон. Сегодня остаток дня, скорее всего, в этом районе пройдет. Завтра, может быть, будет попытка скорректироваться и куда-то сюда сходить. Это произойдет, если будет пробитие на объеме 39.62. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, отсюда еще рост разовьется. То есть, может быть, пробитие будет вот этого уровня. Но здесь наиболее вероятно все откупит и пойдет возврат. Так, золото. Для золота сейчас главная цель закрепиться выше уровня 1906. Если оно закрепляется, это будет отличный вариант. И тогда в ближайшие дни мы, скорее всего, увидим движение на 1922 и потом на 1936. Вот. По золоту ситуация достаточно интересная, и она, я думаю, по большей части сейчас лонговая на отработку вот этой и следующей цели. Дальше говорить пока рано, ситуация до конца не ясна. Вот. Если сейчас пойдет откат и мы получим пробитие 1900-1902, тогда как бы вполне роста может не произойти. Но на текущий момент времени более вероятно, что рост по золоту продолжится. Так, друзья, далее евро-доллар. Вот не нравится мне совершенно это движение, потому как не дошли до 1,1754. С одной стороны, это говорит о том, что, скорее всего, будет в любом случае задерка, и сюда мы сходим. С другой стороны, это говорит о том, что достаточно слабое вот это движение на отскок. То есть даже не смогли вот эту, казалось бы, простейшую вещь отработать. Вот. Что здесь могу сказать? Ну вот этот вот откат, если он пробьет 1,1680, это будет плохо. Это будет плохо, потому как тогда, скорее всего, будет возврат к этому уровню и дальнейший уход вниз. Вот. Если пробоя здесь не возникнет, то все вот это будет откуплено. И, соответственно, в ближайшее время сначала 1,1754 цель движения и потом 1,1790. Вот. Я все-таки предполагаю, что, наверное, 1,1680 не будет пробито, И либо от нее, либо от текущих значений будет разворотная формация и движение вот сюда вот. Ну, точнее 1,1754 и потом вот к этому значению. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну что, мы одну цель выполнили, на 79, 79, 15 сходили. Вот. Дальше движение не пошло. О чем это говорит? Это говорит о том, что особого драйва, особой энергии, по крайней мере на текущий момент времени, для укрепления рубля нету. Так, ну сейчас, скорее всего, торговый день завершится спокойно. Завтра выходной день на Мосбирже. Вот. Я так предполагаю, что сегодня мы вот в этом диапазоне будем от 79 до 79,6, скорее всего где-то в районе 79,5 будет закрытие. На что хотел обратить внимание? Ну, во-первых, особого, скажем так, потенциала движения вниз по доллару на укрепление рубля его не обнаружилось. То есть вот здесь вот ну, сходили, откатились. На самом деле, если вот посмотреть, вот как это движение происходило, была определенная плата, раздача, потом набор позиций, потом корнер маленький и потом возврат на это же плата. По сути, здесь ничего такого кардинального не произошло. Выпустили пар, вернулись на достигнутые значения. Говорить о том, что рубль сменил, чуть не сказал, ориентацию, тренд и начал укрепляться, можно было бы только в том случае, если здесь произошел бы пробой, и мы бы сегодня сходили вот сюда, вот в этот диапазон. Поскольку такого не было, есть все основания полагать, что наиболее вероятный сценарий, когда мы откроемся в четверг, мы вот в этом же диапазоне и будем торговаться. И отсюда, скорее всего, сходим, цель движения будет на 80,7. Сюда вот ее будет неумолимо тянуть. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет, если на объеме сегодня либо в четверг будет пробитие 78-75. Вот. Если такое произойдет, да еще и будет сильный задерг вот в этот диапазон, то, соответственно, тогда, да, тогда, возможно, мой сценарий не праведен,
и действительно пойдет укрепление дальнейшее рубля в ближайшее время. Вот. Пока мне видится, что здесь по факту проторговки, если не будет существенного движения вниз на объеме, мы все-таки отскочим, поколем вот куда-то сюда и дальше пока останемся торговаться в этом диапазоне. В том случае, если продолжится рост нефти и всеобщая благостность и риск, он продолжится, тогда возможно и будет взята сначала эта цель, потом эта цель, и мы увидим возврат к очень сильному инверсионному уровню в паре рубль-доллар tomorrow, это 77,3, 77,2. Вот здесь вот эта область, он всеми фибрами души будет стремиться сюда сходить. Вот. Но надо четко помнить, что фундаментально, я подчеркиваю фундаментально, для укрепления рубля оснований нету. Во всяком случае, с моей точки зрения. Да, там будут печатать доллары, будут их печатать, будут. Но весь мир принимает доллары, и как раз принятие доллара и использование его в качестве средства расчета, в качестве средства сбережений, оно приводит к тому, что экономические проблемы Соединенных Штатов, в том числе инфляция, она экспортируется во весь остальной мир. И поэтому, когда говорят, доллар будет падать, у меня возникает только один вопрос: а как при этом будет падать рубль и другие валюты? Ну, посмотрим, как будут развиваться события. До этого еще достаточно долго. Тут нам победу спящего Джо или ковидного деда отпраздновать и потом Новый год встретить. А дальше уже будет все по-новому. Спасибо, друзья.